Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Я рада приветствовать вас на своем канале в новом 2021 году. И начать этот год я хочу с мастер-класса по вот таким замечательным серьгам-гвоздикам. Посмотрите, какие они получились нежные. Также я приготовила для вас наборы «Сделай сам» для изготовления этих сережек. Наборы можно заказать через мой магазин на Etsy. Можно заказать набор с материалами. В набор будет входить нитки, бисер, швензы, бусины. Или же можно заказать набор с материалами и с иглой, которая необходима для выполнения этих сережек, и вот таким нитевдевателем. В этот раз я подготовила всего лишь несколько наборов, хочу опробовать эту идею в деле. И если она вам понравится, то я буду готовить большее количество наборов под каждый свой мастер-класс. Ну а сейчас давайте переходить к мастер-классу. Все необходимые для работы материалы, как обычно, находятся в описании под видео. Там же под видео есть ссылка на мои уроки по основам фриволите для тех, кто только начинает осваивать эту технику. Начну я работу с нанизывания бисера на темно-коричневые нитки. Я буду использовать Тоха номер 15. Бисер мелкий, поэтому мне понадобится вот такой переходник, чтобы нанизать его на основную нить. Нанизать нужно 40 бисеринок. Оставляем хвостик примерно 50 сантиметров и выполняем первое кольцо. Пико делаем примерно 4-5 миллиметров. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь будем выполнять дугу с бисером. Подтягиваем 4 бисеринки. Набираем один узел фриволите и теперь будем чередовать бисер с узлами. Вот мы добавили 4 бисеринки и теперь еще выполняем 2 узелка. То есть всего у нас должно быть 7 узелков. Начинаем с узла, затем идет чередование и заканчиваем 3 узелками. Протягиваем иглу через узелки.
Теперь проходим через пико. Затягиваем дугу и выполняем узелок, не переворачивая работу. Теперь снова выполним дугу, и она будет симметричная, то есть начинать мы будем с 3 узелков, затем будет чередование. Подтягиваем 4 бисеринки. Чередуем бисер и узелки. В этот раз мы начинали с 3 узелков, а заканчиваем одним узелком. Закрываем дугу, переворачивая работу. Хорошо затягивайте эту дугу, чтобы она была по форме схожа с предыдущей. Теперь выполняем вот такое же кольцо. Набираем 6 узелков. Выполняем соединение вот с этим пико, где у нас уже присоединены 2 дуги. Набираем оставшиеся 8 пико, 6 узелков. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь будем повторять рисунок. Выполняем вот эту дугу, присоединяем ее к этому пико. Далее выполняем вот эту дугу, вот так. И опять кольцо. Таким образом идем по кругу. То есть нам еще нужно выполнить таких 2 кольца, чтобы у нас было 4 кольца. 5-е кольцо будет немножко отличаться, его нам нужно будет присоединить к самому первому кольцу. Поэтому сейчас выполняем рисунок, чтобы у нас было 4 кольца. Вот я выполнила еще 2 кольца. И может показаться, что 5-е кольцо здесь в принципе не поместится, но я сейчас покажу вам, что оно здесь действительно поместится.
А я просто хотела обратить ваше внимание на то, что мы можем использовать этот мотив для какой-то другой работы, соединив эти два кольца за вот эти пико, добавив здесь дуги, и вот у нас уже появляется еще один мотив для какой-то другой работы. А чтобы сейчас поместить здесь пятое кольцо для текущей работы, мы с вами просто вот так два кольца, которые находятся рядышком, раздвигаем. Таким образом у нас вот эти дуги немножечко выходят вперед, если так можно выразиться. Вот, так что поместится у нас здесь пятое кольцо. Что мы делаем сейчас? Выполняем еще одну дугу вот сюда, к этому пико, и еще одну дугу к пятому кольцу. Дуги точно такие же, в них ничего не меняется, поэтому показывать я вам их не буду, уже покажу вам работу с вот этими двумя готовыми дугами. Я выполнила 2 дуги, и сейчас буду выполнять последнее пятое кольцо. Выполню 6 узелков, затем соединение вот с этим пико, 8 узелков соединения с самым первым кольцом и еще 6 узелков. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Нам осталось выполнить 2 дуги. Присоединяем дугу к пико между кольцами. Набираем узелки для последней дуги. Проходим иглой через узелок первого кольца.
Затягиваем дугу и выполняем фиксирующий узелок. Работу можно перевернуть, а можно не переворачивать. Здесь, в принципе, это значение не имеет. Ниточку можно отрезать. Это нитка полиэстер, то есть ее можно опалить, но здесь мне не хочется делать узелок. Мне кажется, здесь это будет заметно, поэтому я хочу эту нитку провести через несколько узелков и опалить где-то вот здесь, так как эта часть будет закрыта. Аккуратно отрезаем кончики. Узелки у меня получились тугие, и поэтому я решила их не опаливать. Они у меня и так очень хорошо зафиксированы. Наша первая деталь готова. Теперь переходим к светлой части. Первым шагом тоже нанизываем бисер на нить. В этот раз нам понадобится 35 бисеринок. Оставляем хвостик примерно 50 сантиметров и выполняем первое кольцо. Пикот так же, как и в прошлой части, делаем примерно 5 мм. Закрываем кольцом, переворачивая работу. Теперь будем выполнять дугу, и нам понадобится 7 бисеринок, которые у нас нанизаны на нити. Подтягиваем их. Выполняем 3 узла. Теперь будем чередовать. Добавляем бисеринку, выполняем узел. Снова бисеринка.
узел. И так добавляем 7 бисеринок. Завершаем дугу еще 2 узелками. То есть с каждой стороны от бисеринки у нас по 3 узелка. 1, 2, 3. И здесь в начале тоже 1, 2, 3. Закрываем дугу, переворачивая работу. Повторяем кольцо, затем снова дугу. Выполняем чередование, чтобы у нас всего получилось 5 колец и 5 дуг. Последнюю 5-ю дугу не закрываем, так как ее нам нужно будет присоединить к первому кольцу. Я уже выполнила 5 колец, и вот у меня набрана 5-я дуга. Я протягиваю иглу через набранные узелки. Теперь присоединяю ее к самому первому кольцу. Затягиваю и выполняю узелок. Теперь ниточку можно отрезать. Точно таким же образом, как и раньше, я буду прятать кончики в рядом расположенные узелки. Выведу нить где-то вот сюда. И здесь я ее немножко подожгу зажигалкой. Буду выводить вот сюда, потому что эта часть будет спрятана и не будет видна ни с какой стороны. Здесь я хочу подпалить кончик зажигалкой, потому что кольцо это очень маленькое. Вот я всего лишь через 2 узелка вывела ниточку. И если будете тоже подпаливать, как и я, смотрите аккуратно, не подпалите вот это пико. Так, видите, практически незаметно. То же самое сделаю со вторым кончиком. Теперь можно соединить 2 детали. Так, вот это у меня будет изнанка.
перевернуть так, чтобы не забыть. А здесь я не опаливала кончики, поэтому лицевой стороной может быть любая сторона. Ну что ж, складываем нашу работу. Все, что нам нужно сделать, это вот эти кольца белые продеть через кольца коричневые. Вот так это выглядит с лицевой стороны. И вот так это выглядит с изнанки. Выполним еще одну часть из темных ниток. Снова оставляем хвостик примерно 50 сантиметров и выполняем первое кольцо. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Следующее кольцо будет точно таким же, но его нам нужно присоединить к первому, вот за это пико. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Повторяем вот это кольцо еще 2 раза, чтобы всего у нас было 4 кольца. Выполним еще одно 5-е кольцо и присоединим его к предыдущему кольцу за пико и к самому первому кольцу. Набираем 5 узлов, выполняем соединение, затем набираем еще 5 узлов, пико 5 узлов. Теперь протягиваем иглу через узелки, оставляем петельку у основания, сворачиваем получившуюся цепочку вот таким образом к пико первого кольца. Проходим через вот это пико, вытягиваем крючком через это пико петельку, набрасываем эту петельку на иглу, подтягиваем ее вплотную к узелкам и набираем еще 5 узелков.
Протягиваем иглу через эти узелки. Затягиваем кольцо и не забываем пройти через петельку у основания. Проходим через первый узелок первого кольца, чтобы соединить два кольца, последнее и первое, у основания. Выполняем еще один узелок. Теперь ниточки можно отрезать. Здесь можно спрятать эти ниточки в рядом расположенные узелки, но я просто их опалю. И вот эта часть, там где у меня будет опаленный кончик, это у меня будет изнаночная сторона внутри, она не будет видна. Теперь будем сшивать наши части вместе. Понадобится наша уже сложенная деталь, часть, которую мы только что с вами выполнили, швенза и бусина, которую я буду вшивать в середину. Начнем вот с этой детали. Пройдем иглой через несколько узелков, чтобы вывести иглу в пико. Оставлю маленький хвостик вот здесь, чуть позже его отрежу. А сейчас выполню пару узелков, чтобы закрепить нить. Теперь прохожу иглой через соседнее пико и сшиваю 2 пико вместе несколькими стежками. Ввожу иглу во второе пико и теперь пришиваю ко второму пико третье пико. И таким образом иду по кругу, сшивая все пико одно за другим. Последнее пико пришиваю к первому.
Кончик можно уже отрезать, чтобы он нам не мешал. Теперь в эту серединку я пришью бусину. Выполню парочку узелков, чтобы закрепить нить. Теперь будем пришивать нашу заднюю часть. Убедитесь, что изнаночная сторона у вас будет внутри. И пришивать мы ее будем следующим образом. Каждое колечко у нас должно совпасть с кольцом темным вот с этой стороны. То есть там, где пико, мы будем пришивать вот сюда, между дугами. А вот здесь будем пришивать вот сюда. Тут у нас тоже есть пико, вот в него мы будем входить. Поэтому сейчас нитку нам надо вывести. Через узелки я пройду вот к этому месту. Мононить очень легко цепляется за бисер, поэтому смотрите внимательно, чтобы вы не оставили где-то лишнюю ниточку. Теперь через узелки перехожу вот к этому пико и пришиваю его вот сюда.
Здесь пико у нас нету, поэтому надо просто выбрать узелок или кольца, или дуги. Здесь вот я выбрала, по-моему, это у меня кольцо. И вот за него я буду пришивать. Таким образом иду по кругу. Я думаю, что я пришью эту заднюю деталь, наверное, за 3 пико. И покажу вам, что буду делать дальше. Вот я пришила где-то половину этой детали. И теперь вот сюда мне нужно вставить швензу. Швензой я прохожу вот этой палочкой через середину задней детали. Располагаю ее между двух деталей. И теперь пойду дальше пришивать. Таким образом швенза будет зафиксирована. После того, как я все пришила, я пройду через несколько узелков, выполню узелок, еще раз пройду через несколько узелков и отрежу лишнюю ниточку. Вот что у меня получилось с изнаночной стороны. Мне кажется, все очень аккуратно. И эта сторона мне нравится не меньше, чем лицевая сторона. Но с лицевой получился вот такой цветочек. С этими серьгами я буду использовать вот такую застежку. Вот такие нежные серьги у меня получились. Надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под этим видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!